Всем привет! Ну что ж, первая олимпиадная задача 2026 года. Что дадут? Дан равнобедренный прямоугольный треугольник АБС, в нем проведена медиана БМ и перпендикуляр к ней СК, который пересекает медиану в точке П. Оказалось, что отрезок КБ равен 4. Не нужно найти площадь этого треугольника. Такие красивые олимпиадные задачи имеют множество всяких решений, и поэтому сегодня будет решать мой математический спецназ. Мы покажем 3 способа решения, кратко, тезисно, я думаю, всем все будет понятно. Здесь у нас люди подготовленные. Первое решение показывает Артем, 10 класс. Он использует теорему Менелая для решения, но вначале он кое-что найдет. Теорема Менелая будет использоваться для треугольника АБМ. Вот к треугольнику АБМ он применит теорему Менелая. Что это за теорема, если кто не знает? Если дан треугольник и прямая пересекает две его стороны продолжение третьей, то справедливо следующее равенство. А относится к Б, длины отрезков, умножить на С относится к D, умножить на X относится к Y равно единице. К этому треугольнику, если применить эту теоремку, окажется, что МП относится к ПБ, как БК относится к К, умножить на АС относится к СМ равно единице. Надо найти, как относится МП к ПБ. А как найти? Надо рассмотреть треугольник МБЦ. В начале треугольник МБЦ, он прямоугольный, в нем проведена высота. Она делит его на два подобных между собой и подобных большому. Запишу так, треугольник 1 будет подобен треугольнику 2 и подобен треугольнику 3. Там 3 попарно подобных треугольника. В качестве большого относятся МС к БЦ 1 к 2. То есть А пополам к А, верно? М серединка АС, а АС равно БЦ. Все. И тогда в треугольнике МПС качество относится 1 к 2. То есть МП у нас Х, тогда ПС будет 2х. И точно так в треугольнике ПБС качество относится 1 к 2. Тогда ПБ будет 4х. Мы и нашли, что МП относится к ПБ как х к 4х, 1 к 4. Теперь теорема Менелая. Это относится к этому, то есть 1 к 4, умножить на это относится к этому, 4 к y. 4 к y. Умножить на это относится к этому, 2 к 1. Равно единице. Все, записали. Сократили. Получили, что y равен 2. Все, y равен 2, тогда вся гипотенуза равна 6, и дальше решать, естественно, нечего. Обозначив, давайте синий возьму, катеты x и x, мы получим, что x в квадрате плюс x в квадрате равно 6 в квадрате, откуда x в квадрате равно 18, а площадь нашего треугольника равна половине произведения катетов 1/2 х в квадрате, 9, ответ 9, задача решена. Здорово, спасибо, Артем, действительно классная теорема. Давайте посмотрим второе решение. Второе решение показывает нам Таня, она ученица 9 класса. Что, Татьяна, ты предлагаешь? Татьяна говорит, я предлагаю продолжить. СК до пересечения с перпендикуляром, восставленным в точке А. Вот так. Зачем тебе это нужно? Для подобия треугольничков. Ладно. Давай, какую точку здесь поставим? F. Хорошо, пусть будет F. Что? Получили, что FA перпендикулярно С. Верно. И продолжили СК. Что дальше ты рассмотришь? Рассмотрим прямоугольные треугольники, они равны между собой. Значит, треугольник FAC равен треугольнику МЦБ. Чему они равны?
Они равны по катету, АС равно БС и острому углу. Вот этот острый угол будет равен вот этому острому углу. А почему? Потому что каждый из этих углов дополняет вот этот уголок кружочек до 90 градусов. Действительно, в прямоугольном треугольнике БПЦ синий кружочек 90 градусов. И весь угол С прямой 90 градусов. Синий нижний и кружочек тоже 90. Синие углы равны. Угол 1 равен углу 2. Все. Угол 1 равен углу 2. Треугольники действительно равны по катету и прилежащему острому углу. Отсюда следует, что FA равно MC. FA равно MC. То есть вот этот отрезок одна черточка. Ну и теперь мы рассмотрим вот эти треугольнички, которые подобны. Значит, треугольник АКФ будет подобен треугольнику БКС. БКС по двум углам, ведь ФА параллельно БС. Все. Ну, а поскольку вот эта сторона равна половине БС, то есть если БСА, то ФА будет А пополам. Ну и тогда АК будет в 2 раза меньше, чем КБ. АК будет равно 2. Ну все, поскольку АК 2, то вся гипотенуза будет равна 6. Ну, дальнейшее понятно. БС будет равно 6 делить на корень из 2. АС будет равно 6 делить на корень из 2. И площадь нашего треугольника равна половине произведения катетов. 6 делить на корень из 2, 6 делить на корень из 2, 9. Спасибо. Ну и третье решение покажет самая младшая наша спецназовка математическая. Наташа. Наташа, что ты придумала? Какое решение у тебя получилось? Наташа говорит, я теорему Фалеса использую. Для этого продолжу. БС на отрезок равный BC пополам. То есть CT будет равно MC. CT равно MC. То есть А пополам. Если все это А, то все это вот А пополам. Ну и что тогда? Тогда будут равны прямоугольные треугольники. Вот этот треугольник и этот равны по двум катетам. Ну, запишем это. Треугольник АЦТ будет равен треугольнику BCM. BCM по двум катетам. А что отсюда следует? Отсюда следует равенство углов. Отсюда следует, что вот этот угол равен вот этому углу. Ну, здорово. Напишем угол 1 равен углу 2. То есть отсюда из равенств треугольника следует, что угол 1 равен углу 2. Ну, хорошо. Но угол 2 равен вот этому углу. 3. Угол 2 равен углу 3. Мы говорили об этом. Тогда отсюда следует, что угол 1 равен углу 3. Ну, отсюда что следует? Следует, что АТ параллельно КЦ. АТ параллельно КЦ. И у нас возникает теорема Фалеса. Теорема Фалеса. Поскольку BC относится к CT как АК пополам, то есть 2 к 1, то и БК относится к КА как 2 к 1. Отсюда АК равно 2. Тогда АБ равно 6. Ну и площадь нашего треугольника мы найдем как половина площади квадрата. А площадь квадрата мы найдем как половина произведения диагоналей d1 на d2 пополам. Откуда ты все это знаешь? Канал Казакова смотрю. Шутка. Получается 6 на 6, деленное на 4. Получается 9, и задача решена. Спасибо, Настя. Напишите, у кого решение с каким совпало, либо пришлите свое решение. Кстати, идея насчет достроения до квадрата, мне кажется, довольно плодотворная. Но это так, маленький спойлер, а я с вами прощаюсь. До новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.